Всем привет! Сегодня видео-ответ на вопрос одного из подписчиков, как привести график TradingView к тому виду, который вы видите у меня на экране. Вопрос понятен, как правило, это задают вопрос новички, которые никогда не пользовались, соответственно, программой TradingView. От себя хочу добавить, что это очень удобная программа, пользуюсь я ей очень давно, и вообще никаких к ней претензий у меня нет. Итак, давайте начнем. Первое, что вы видите, когда установите эту программу, а вы можете ее скачать с их официального сайта, в зависимости от того, какой у вас компьютер, либо Windows, либо MacBook, вы скачиваете платформу и, скорее всего, она будет иметь вот такой вот вид. Предположим, у вас будет тут британский фунт, видеть будете цену в виде японских свечей. Японские свечи — это определенный метод отображения изменения цены на рынке. Чтобы привести его к анализу объемов или к анализу спроса и предложения, о котором мы сегодня поговорим подробно, то нам нужно первое, я для удобства использую бары, взять индикатор, найти в определенной строке, то есть вот вы нажимаем кнопочку «Индикаторы показателей стратегии». Здесь в поиске мы пишем «Объем». Дальше нажимаем на него один раз, он у вас высветится. И вы увидите в нижнем экране, соответственно, те самые объемы, которые вы видите у меня на экране. Чтобы они были удобно читаемы, мы берем объем этот и переносим на нижнюю панель. И тогда получается, что вверху у нас график цены, а внизу у нас график объемов. Следующее. Что вообще эти объемы нам дают и что они показывают? Показывают они, конечно же, торговлю на рынке, и мы можем через эту торговлю анализировать спрос предложения. В данном случае мы смотрим объемы с биржи CME, это фьючерс на британский фунт, потому что там самые крупные проходят сделки в рамках фьючерсов. Соответственно, ценообразование, которое формируется на фьючерсном рынке, нам очень-очень интересно. Как использовать объемы, если предельно просто? Для этого нужно немножко объяснить аукционный процесс и как он формируется. Цена на рынке формируется взаимодействием четырех основных видов ордеров. Это купить по рынку, продать по рынку, отложенная покупка buy limit и отложенная продажа sell limit. Вот эти четыре вида ордеров взаимодействуют каждый раз, и мы получаем некую цену. Так как на рынке, конечно же, есть крупные деньги, и эти деньги имеют какое-то представление о стоимости, то там, где дешево, они пытаются купить. И самое главное, что мы в объемах хотим увидеть, именно этот уровень. Уровень, где их интерес максимальный. И покупать они хотят не просто так. То есть покупают они, как правило, через некую манипуляцию. То есть их задача, когда они хотят купить много, это нагнать на рынок продавцов. Продавцы, как правило, вовлекаются во время какого-либо накола уровней. Просто участники видят резкое изменение цен, которое заходит за уровень. Здесь снимают стопы трейдеров, которые ставят слишком близко свои стопы под уровень. Также многие снимают здесь ордера, которые работают на пробой. Так или иначе, большое количество предложения заходит на рынок. Крупным деньгам, если они хотят покупать британский фунт и, например, ожидают рост доллара, то им только это и нужно. Они активно и жадно здесь покупают всех тех, кто хочет им продать. Какая проблема у крупного капитала, который так хочет сильно покупать в данном случае британский фунт? Проблема только в том, что эти продавцы рано или поздно закончатся. А закончатся они потому, что так как все профессионалы имеют в принципе одинаковое мнение о стоимости инструмента, то там, где они склонны покупать, они, конечно же, не будут продавать. И мы начинаем видеть вот что-то подобное. Это сжимающиеся бары, которые резко падают в объеме. То есть, если в данном случае в начале у нас был огромный наплыв офферов, скажем, это преобладание рыночных ордеров, sell-стопов,
то проходит время, и мы видим, как их становится все меньше, 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 меньше. Вначале их было 19 тысяч, сейчас в последней свечке тут что-то около 2000. Чуть ли не 8 раз уменьшается предложение на рынке. И что мы видим? Крупные деньги начинают планомерно покупать по рынку. У них не остается просто больше никаких вариантов. Чтобы купить британский фунт, приходится предлагать более высокую цену и искать предложение выше, чем они покупали, предположим, еще вчера. И вот в этом суть всех объемов. В том, что мы видим уровни. Уровни мы определяем по ценам, где цена имела тенденцию разворачиваться. Дальше мы на уровне видим присутствие интереса крупных денег, которые еще и склонны манипулировать в виде таких вот ложных наколов. После этого мы хотим увидеть, что с ликвидностью проблемы, начинает быть ее дефицит, и что рынок начинает отвечать тем, что в данном случае растет. Все это говорит о следующем. Крупные деньги на уровне, которые им кажется дешево, активно покупают. Через время ликвидность, то есть предложение на этом уровне выдыхается. И также крупным деньгам ничего не остается, как просто покупать дальше по рынку. Это приводит к изменению цен, это меняет тренды, и, соответственно, дает это трейдерам понимание, в какую сторону есть более высокая вероятность движения рынка. Почему вероятность, а не почему 100%? Потому что у нас есть новости, у нас есть геополитика. Все, что происходит в мире, может повлиять на мнение крупных денег. И если даже сейчас они имели тенденцию покупать и не продавать, ожидая, например, движения цены наверх, то выйдет в данном случае президент США Трамп и скажет что-нибудь, что заставит их вообще передумать о том, что они делали еще совсем недавно, и делать совсем другое. То есть резко могут начинать прям с рынка продавать. Все зависит от того, какие фундаментальные факторы в реальности складываются. Но при всех прочих равных, если ничего новостного не меняется, все тишь да гладь на рынке, то, скорее всего, мы просто получим движение от уровня до следующего какого-то уровня, куда они видят эту стоимость. На рынке есть два показателя. Это цена, где можно купить и продать, так называемая последняя совершенная сделка на рынке. А есть стоимость, та самая, которую крупные игроки себе видят где-то там, либо еще где-то дальше. То есть на уровне дешево, стоимость, то есть дешево, они пытаются как можно больше купить. На уровне дорого, где бы это ни было их глазами, они будут продавать. А рынок, как я говорил в методе Вайкофа, движется фазами от дешево к дорого и наоборот. А объемы нам показывают начало фазы и ее конец. Поэтому, смотря на объемы, мы понимаем, в какой фазе, или, скажем так, мы можем предполагать с достаточной точностью, в какой фазе находятся крупные деньги. Те самые, которые своим капиталом способны подвинуть рынок. В принципе, в этом вся суть метода объемного анализа. Ничего другого он за собой не преследует. В моменте на уровнях он показывает, какое состояние с ликвидностью на рынке. Много ее немного. И также он показывает уровни интереса этих самых крупных денег, где они были активнее всего. Объем это активность, объем это интерес к цене. И если мы видим, что по этой цене активность была максимальной или, так скажем, ультравысокой, то мы обязательно этот уровень для себя должны выделить. То есть это не просто линия уже на графике. Без объемов это могла быть просто линия на графике, которая ничего не значит вообще, а с объемами это уже информация. То есть мы видим уровень, мы видим интерес крупного капитала, и также мы видим, что ликвидность на этом уровне интереса заканчивается. Верный признак того, что рынок будет менять свой тренд. Если, предположим, он был в медвежьем тренде раньше, то после этого высока вероятность, что уже тренд будет бычьим. И вся задача ритейл-трейдера это просто присоединяться к действующему тренду. А объемы нам могут подсказать, когда этот тренд будет меняться. В принципе, вот такой ликбез для тех, кто интересуется, как вообще анализируют спрос предложения на рынке. Ведь, я думаю, все слышали, что цена формируется спросом-предложением. Думаю, слышали все. На всех свободных рынках она именно так и формируется. И тогда, конечно, сразу
у пытливых умов возникает идея, а если на этом рынке, где торгую, грубо говоря, я своим маленьким депозитом, очевидно же торгуют и банки со своими огромными деньгами, почему бы не подсмотреть их сделки? Вот именно на этом и основывается вся методология Вайкофа. Мы, как ритейл-трейдеры, понятия не имеем о том, что будет дальше в мире, ну, потому что мы просто не информируемые. В то же время крупные банки, те же банки Уолл-стрит, они всегда держат нос по ветру, ну, потому что они просто профессионалы своего бизнеса, это часть их бизнеса. Они не могут быть неинформируемы, иначе они просто вылетят из своего бизнеса. Соответственно, они должны знать все про все как можно быстрее и как можно раньше. И наше счастье в том, что биржа нам показывает сделки, которые проходят по ценам. Все, что остается в этих сделках, выделить интерес тех самых крупных денег, которые склонны хеджировать свои риски перед тем, как цена изменится на их актив. Ну и, конечно же, просто, как это говорится, списать у отличника, просто продублировать и пойти за ними, в их сторону. Ровно столько, сколько готовы двигаться они. Как только они развернутся, делать то же самое. Вот, в принципе, если кратко про весь этот метод анализа. Больше вы можете прочитать у меня на сайте. Очень много посвящено анализу объемов в моей библиотеке. Ну и, конечно же, ролики. Очень много роликов на YouTube-канале, которые посвящены, опять же, объемному анализу. Я вообще использую только этот метод анализа, никакой другой я уже, не знаю, лет 6, наверное, не использую. Вот как меня научили им пользоваться, так и используюсь. Мне кажется, он максимально логичный, максимально простой в понимании, ну и, соответственно, подтверждает свою этим эффективность. В принципе, в принципе, можно на этом и заканчивать. Я думаю, основную идею я дал. Опять же, кто захочет более подробно в нем разобраться, пожалуйста, вся теория есть, все бесплатно, все доступно. Смотрите, изучайте, разбирайтесь. Всем профитов!